Я вас категорически приветствую. Игорь Васильевич, добрый день. Добрый день. Но закончили с советско-финской войной, что же было дальше? Ну, здесь мы даже, может быть, немного отойдем назад, потому что затронем события вот после этого страшного преступления против человечества, которое состоялось 23 августа, то есть когда был пакт Молотова-Риббентропа. Как мы помним, что там помимо того, что мы там, дескать, поделили вот эту Европу там на сферы влияния, мы еще начали торговать с Германией, что нам сейчас тоже ставится в вину. Да, причем, по-моему, второй страшный грех после парада совместного с нацистами, да. Причем здесь обвинения бывают двух видов. Во-первых, некоторые обличители, они вообще недовольны тем, что вот мы торговали с Гитлером, что это вообще аморально, невозможно, и что так порядочные люди не поступают. А другие заявляют, что вообще вот Сталин хотел оттянуть как можно больше там начала войны, и поэтому мы фактически Германии платили дань, то есть туда вот шло наши там всякие продовольствия, нефть, а нам там взамен почти ничего не поступало, и вот это было так очень унизительно и неправильно. Очень вот интересно сразу было бы узнать, мы единственные на всем белом свете торговали с Германией, или, может, с ней торговала Франция, Англия, Соединенные Штаты Америки, боже упаси. Ну, здесь, если опять же вот немного отмотать назад, то есть когда вот только Гитлер пришел к власти, то там как получилось, что он начал сразу программу милитаризации. Там понятно, что требуется много сырья. Ну и, например, вот проблему с медью для Германии решила Англия. Она занималась таким, в общем-то, выгодным бизнесом, то есть реэкспортом, то есть перепродажей медной руды из всяких стран типа колоний, то есть или... Из стран Содружества, как это? Ну да, кстати, то есть это из ЮАР, из Канады, также там из бельгийского Конго, из Чили. И в итоге получалось, что там где-то в 1934 году примерно 1/3 всей медной руды, которая была нужна Германии, поступила именно через Англию. Также... Фашистский меч ковался в Лондоне, выходит, да? Ну, в общем, в какой-то степени да. Причем, опять же, если уже брать меч, то ведь, ладно, с ним сырьем, хотя там поступало, в общем-то, и вот это и медь, и никель, там шерсть, но же и авиационные моторы, и, собственно, самолеты поступали тоже из Англии, из Соединенных Штатов. Причем там шло это все нарастающим как бы валом. И вот где-то по состоянию на 1935 год там где-то было на вооружении, по-моему, 28 разных моделей самолетов в германской армии. Из них 11 были с английскими и американскими моторами. Неплохо, неплохо, да. Советских моторов не было. Ну, у нас, как бы, мы были, к сожалению, еще не настолько в этом отношении развиты, чтобы что-нибудь такое ценное предложить. Ну, то есть Гитлера выращивали все цивилизованные страны, объединившись. Да, а потом уже, опять же, например, та же самая железная руда, она шла из Швеции, причем она шла оттуда не только накануне войны, но и во время войны. И во время войны? Да. Так соблюдался нейтралитет шведский? Нет, ну, как сказать, в принципе, шведы, они там торговали и туда, и сюда. Опять же, подшипники они поставляли там обеим воюющим странам. По поводу вот этой, скажем, доли вот этой шведской железной руды, там сказать так можно, что на 1938 год там по, собственно, весу там она, по-моему, занимала где-то 41% или даже чуть побольше от потребленного Германии железа. Но руда была очень качественная, там было высокое содержание металла, поэтому по чисто железу там получалось где-то уже 65%. Неплохо. Ну а проклятый Сталин-то чем торговал? Сталин тоже торговал. Но тут какая ситуация? Надо еще понимать, что Германия для нашей страны была таким традиционным торговым и промышленным партнером, потому что, ну, получался как бы такой некий, в какой-то степени, может, симбиоз даже. Потому что Германия страна промышленно развитая, а Россия страна там сырьевая, аграрная. Ну, по большому счету, даже, в общем-то, и даже коммунисты, они тоже, в общем-то, рассматривали такой вариант, что если бы там в Германии была бы революция, то Германия стала бы более передовой страной, и, в общем-то, они бы, по мысли того же Ленина, даже нас бы как бы за собой вытянули. И когда вот у нас вот был создан Третий интернационал, то есть коммунистический интернационал, то там его, естественно, разместили штаб-квартиру в Москве, но при этом вполне серьезно говорилось, что это все временно, а потом, когда там еще в Берлин. То есть там выдвигался лозунг, что это германский молот и российский серп от Владивостока до Рейна.
почти никто не знает, что молот был германский. Вот, но, к сожалению, не получилось. То есть в Германии, хотя там коммунисты были достаточно сильны, но вот как бы не срослось, и там, значит, победили именно нацисты, то есть радикально-националистическое движение. Но, тем не менее, вот как раз до того, как в Германии пришел к власти Гитлер, то есть как раз вот в начале 30-х годов, когда там еще была Великая депрессия, то Германия с нами очень активно торговала. Причем, опять же, вот если сегодня мы за границей покупаем в основном всякую фигню, то тогда у нас шла именно целенаправленная закупка оборудования. И при этом там получилось так, что если в 1932 году, скажем, из всех станков и оборудования, которые бы закупили за границей, на долю Германии приходилось где-то 56,5%. Много. А в 1933 году еще больше, там уже 62 с лишним процента. То есть практически почти 2/3 шло именно из Германии. Но дальше, как только пришел к власти Гитлер, эта торговля, она резко пошла на убыль. Ну, здесь надо сказать, что несколько причин. Ну, во-первых, естественно, причины идеологические, потому что Гитлер, он был воинствующий антикоммунист и русофоб. Но были и причины экономические, потому что, во-первых, у нас тут кончилась валюта, то есть было особо не на что закупать. Во-вторых, собственно, мы первый этап индустриализации уже осуществили. И поэтому у нас, вот, начиная с 1933 года, объемы советско-германской торговли начинают резко падать. И такой минимум они достигли в 1935 году. Но надо сказать, что несмотря на то, что вот Гитлер был антисоветчик и русофоб, но все-таки он был в какой-то степени прагматик. Он тоже должен был отстаивать интересы германских промышленников. Поэтому они в 1935 году, в марте месяце, нам предложили кредит. Что давайте дадим вам кредит, а вы на него закупите всяких наших товаров. Причем, что интересно, что этот кредит был на таких более выгодных условиях, чем предыдущий. То есть, если до этого нам кредит давали в 1931 году, еще во времена Веймарской республики, и дали тогда его под 6%, 300 миллионов марок на 21 месяц, то здесь вот уже при Гитлере нам дали кредит 200 миллионов марок под 5% и на 5 лет. То есть там ситуация такая, что мы... Для малопонимающих, то есть когда дают этот самый кредит, то, во-первых, по всей видимости, подразумевается, что мы, взяв немецкие марки, на эти немецкие марки закупим немецкое же оборудование, да, по большей части. Обязательно. Это раз. А во-вторых, после того, как мы его закупим, мы вернем кредит, и за этот кредит еще заплатим процент, да, то есть выгода вот со всех сторон расцветает просто. Не для нас, замечу. Нет, ну для нас тоже, в общем-то, потому что нам оборудование-то было нужно. Но здесь ситуация получилась такая, что там, значит, в течение вот первых нескольких лет мы эти кредитные деньги тратили. В итоге мы, кстати, его не потратили не полностью, то есть там мы закупили товаров на 151,2 миллиона марок. А расплачиваться должны были начать с конца 1940 года и платить по 1943 год. Но здесь случилось страшное, что мы, во-первых, вначале задержали эти выплаты, а потом просто началась война, и это все оказалось неактуальным. Поэтому этот кредит мы до сих пор не вернули. Очень удачно. Вот, значит, и поэтому, кстати, когда вот мы говорим о вот этих взаимоотношениях с Германией перед войной и о том балансе, который был между нами, то есть кто кому задолжал, то вот это надо помнить, и обычно об этом у нас забывают. Вот. Но, тем не менее, что получилось, что вот немцы дали нам кредит, мы стали там у них что-то закупать, то есть это баланс там сразу торговли несколько возрос. Но дальше, вот к моменту заключения вот этого пакта Молотова-Риббентропа, ситуация была такая, что с одной стороны Германия, она нуждалась в новых поставщиках сырья, хотя, опять же, тут надо сказать сразу, что мы являлись далеко не единственными поставщиками туда, даже после того, как мы заключили это соглашение с Гитлером, я имею в виду соглашение 1939 года уже, потому что фактически на вот эти 40 и 41 год СССР занимал только 5-е место среди торговых партнеров Германии. Кто же был на первых 4? Первые 4, значит, с одной стороны, там понятно, что там были Италия и Румыния. Ну, понятно, что Италия – это старый союзник, там это во главе с Муссолини.
Румыния, она тоже, в общем-то, приняла такую прогерманскую ориентацию, потому что она поняла просто, что те же самые с Англией и Францией связываться толку нету. В Румынии, естественно, это в основном нефть. Угу. Там, значит, нефтяные поля в Плоешти, оттуда, значит, шел основной поток нефти. Но еще два партнера – это такие добропорядочные государства, как Голландия и Дания, которые, в общем-то, хотя, в принципе, они были оккупированы, но без, скажем так, Дания фактически вообще без боя. Голландия тоже, в общем-то, не особо сопротивлялась. И дальше они, в общем-то, занимали более высокие позиции в этом торговле с Германией. Так. Ну, если вот брать ситуацию там, на 40-й и 41-й год, там и опять-таки долю Советского Союза, то там получилось так, что если в 40-м году у нас там, по-моему, наша доля составляла там 7,5% от всего германского, то есть от экспорта в Германию, точнее, вру, то есть от ввоза в Германию, и где-то там 4,5% от вывоза. На 41 год эта доля там по обеим позициям где-то примерно 6%. То есть, конечно, нельзя сказать, что это, в общем-то, маленькая доля, но и далеко, в общем-то, не ведущая и не крупная. А как вообще? Вот граждане пытаются рассуждать, так сказать, о моральности, о моральности подобной торговли. Ну вот если бы Сталин был высокий моралист и не торговал бы с Германией, а с кем-то можно было еще торговать? Тут ситуация такая. Значит, зачем, собственно, понадобилась нам эта торговля? Значит, у нас, во-первых, была потребность в оборудовании, то есть в станках, причем станках высокого класса, которых у нас просто не было, и взять их было неоткуда. То есть царь-батюшка нам станкостроительную промышленность не построил, да? Ну, у нас, к сожалению, была эта проблема, была еще в царское время. Ну, собственно, тут даже не то, чтобы станкостроение. У нас, если посмотреть вот на наши вот эти самые таможенные сборники дореволюционные, то есть там список товаров, которые идут туда-сюда через границу, там, например, оказывается, что мы оттуда из-за границы, из Европы массово, например, закупали всякие там косы. Которыми косят? Да. Ну, потому что там просто, как сказать, у нас промышленность просто слабая, поэтому там проще каким-то там немцам нашнуповать этих кос и нам продать. И это, может быть, выходит дешевле. И, соответственно, естественно, вещи такие более технологичные, там всякие там паровозы и прочее, они, естественно, тоже оттуда достаточно так массово шли. А по состоянию на 1938 год я просто зацитирую такой документ, как «Технико-экономический анализ импорта металлорежущих станков за 1932-1938 годы». Тяжелые токарные станки, лоботокарные, продольно-строгольные, крупные зуборезные станки и расточные необходимых размеров вовсе не изготавливаются. У нас? Да, у нас. Круглошлифовальные, карусельные и вальцетокарные станки изготовляются единицами. Рассчитывать на более или менее удовлетворительное отечественное снабжение этими станками тяжелой промышленности на ближайшие 2-3 года не приходится. Ну и оттуда дальше делают вывод, что потребность в этих видах станков может быть удовлетворена в 1939 и отчасти 1940 году в основном за счет импорта, ибо организация и освоение производства названных выше станков в лучшем случае потребует не менее 2 лет. А тут что надо понимать, что все эти станки нужны не просто там для развлечения, а для того, чтобы производить определенные виды вооружений. И, соответственно, тут время как бы не терпит, а купить их просто негде, потому что другие ведущие державы нам их не продают. Поэтому первое, что мы хотели получить от немцев, это вот такое промышленное оборудование. Ну, здесь, вот, кстати, если забегать немного вперед, то вот в торговле с Германией там все-таки у нас наиболее таким дорогой, скажем, статьей по объему денег оказалось зерно, причем в основном, правда, кормовое. Там потом на второй позиции, если не ошибаюсь, хлопок. Ну, там нефть тоже много, ну и лес тоже. Но это, в принципе, традиционные товары, которые у нас обычно поставляли. А правда, что всякие Англии и Соединенные Штаты выступали с предложениями не покупать наш лес, потому что он добыт рабским трудом? Ну, как бы такое тоже, в общем-то, бывало. Но, точнее, как сказать, у них там периодически поднимались такие пропагандистские кампании по поводу советского демпинга. О том, что, ну, то есть, это демпинг – это продажа товаров по заведомо заниженной цене. И так что, да, в общем-то, действительно, такие вещи у них периодически делались. То есть, свой хлопок, добытый рабским трудом, их никогда не волновал, а вот наш лес, спиленный
Самыми разнообразными способами, я замечу, это их волновало. Извините, перебил. Так. Вот, значит, и что получается, что в первую очередь нас интересуют германские станки, грубо говоря. Но второй момент, что нам также было бы интересно ознакомиться с образцами германских вооружений. Потому что надо понимать, что Германия все-таки страна более промышленно развитая, чем Советский Союз того времени. И поэтому по ряду позиций они ушли вперед. И нам было бы интересно посмотреть, какие же там они, какие у них есть образцы вооружений, какие там технические решения применены. Ну, а кое-что, может быть, и просто закупить. В итоге, что получается? Когда вот было принято это принципиальное решение, чтобы заключить договор с Германией, вот это то, что у нас теперь называют пактом Молотова-Риббентропа, то у нас получилось даже так, что вначале мы заключили торговое соглашение. То есть вот это торгово-экономическое соглашение было заключено 19 августа 1939 года, а сам пакт Молотова-Риббентропа 23-го. По этому соглашению, значит, кстати говоря, опять нам дали кредит. Причем в этот раз уже, если там кредит 1935 года был по 5%, то этот уже по 4,5%. Естественно, он целевым образом предназначался для закупки германских товаров. И дальше, после этого, были там в качестве приложения к этому договору составлены 3 списка. При этом, значит, список А – это список тех германских товаров, которые мы будем покупать в счет этого кредита. Список Б – это, опять же, список германских товаров, которые мы будем покупать уже за наличные деньги. Ну, в смысле, не то, что за наличные, а то есть за выручку от нашего экспорта. И, соответственно, список В – это то, что, наоборот, немцы будут покупать у нас. И после этого, через 2 месяца, то есть 26 октября 1939 года, в Германию отправилась такая представительная делегация из 48 человек, которую возглавлял наш нарком судостроения Тевасян. Там были разные представители авиационной промышленности, других отраслей. Там тот же самый, кстати, Яковлев был наш конструктор. И при этом, что интересно, что с самого начала мы там какую позицию заняли? Что понятно, что когда вот, скажем так, развитая страна торгует со страной не очень развитой, то там есть большое желание там им втюхать какие-нибудь, там, не знаю, там бусы и зеркала, чтобы там... И, кстати говоря, немцы это вполне практиковали, то есть, когда вот они там как раз в 30-е годы Германия торговала, скажем, со всякой там Грецией, с Югославией, они там зачастую там им фактически навязывали свой импорт в виде там пишущих машинок, даже там губных гармошек и прочей фигни. Вот, ну, а здесь мы сразу себя поставили так, что, значит, мы будем покупать только то, что нам нужно. Я тут даже просто процитирую, что вот глава нашей делегации Тевасян, он в беседе с Карлом Риттером, который был назначен уполномоченным германского правительства для этих переговоров, заявил следующее. Нашей задачей является получить от Германии новейшие усовершенствованные образцы вооружения и оборудования. Старые типы вооружений покупать не будем. Германское правительство должно показать нам все новое, что есть в области вооружения. И пока мы не убедимся в этом, мы не сможем дать согласие на эти поставки. Интересно. А немцам зачем продавать нам вооружение? А немцы хотели получить это сырье, потому что как бы у них тоже такая была потребность. И здесь именно факт в том, что этот договор он был выгоден обеим сторонам. И опять же, немцы они не могли фактически, точнее, мы их поставили перед фактом, что если они не выполнят эти наши пожелания, то, соответственно, и никакого соглашения не будет. Ну, то есть нам нужны станки и оружие, и вместо этого мы поставляем зерно, нефть, лес и все такое. Хлопок, да? Опять же, некоторые руды. А вместо этого нам поставляют высокотехнологичное оборудование и вооружение. Да, да, именно так. И вот, значит, это переговоры были, начались они 26 октября. Уже 29 октября Гитлер дал санкцию, чтобы нам можно продавать те образцы вооружения, которые состоят на вооружении в германской армии.
Но мы, опять же, этим не удовлетворились, а потребовали, что давайте еще... мы хотим также посмотреть, что у вас еще в разработке находится. И тогда мы может быть, тоже что-нибудь такое закупим. То есть там либо образцы, либо чертежи, там, либо еще чего-то. И в итоге мы это тоже смогли продавить. И через несколько дней дали санкцию на то, чтобы вот наша делегация там посещала их конструкторские бюро, соответственно, полигоны, там другие объекты. И, соответственно, вели переговоры, закупали то, что нам там приглянется. Ну вот, например, что ж там такое купили? А тут, значит, было довольно много чего. Но здесь я, опять же, все-таки процессирую. Значит, во-первых, естественно, по станкам. Значит, что у нас были куплены? Многорезцовые станки ГСАП-2, они предназначены для черновой обработки снарядов диаметром от 100 до 250 мм. Четырехшпиндельные специальные полуавтоматы ВГДМ-1 и ВГДМ-2 для обработки концов мин. Это расточка, торцевая фрезеровка и нарезка резьбы дна и очка диаметром 50-80 мм и 80-100 мм. Трехшпиндельные резьбофрезерные станки АДФГ-3 предназначены для обработки очка и нарезки резьбы в снаряде. Станки РД-3МС для расточки изделия от 320 до 500 мм. Ну, также станки для расточки орудийных стволов, обработки гребных валов и другие такие интересные вещи. Да, серьезно. Причем, значит, здесь что надо отметить, что просто вот масштаб этих всех поставок. Вот за вот этот период действия этого соглашения, то есть 40-41 годы, мы получили с Германии почти 6500 таких станков, то есть там, по-моему, 6450. А для сравнения, вот в 1939 году, то есть накануне, вся закупка импортных станков у нас составляла где-то 3 с небольшим тысячи. При том, что, значит, что здесь ведь фактически мы покупали не какие-нибудь там простенькие станки, а именно вот такое самое сложное высокотехнологичное оборудование, которое, в общем-то, даже было уникальным, и которое, ну, в общем-то, даже по большому счету, может быть, и вообще в мире нигде не было, потому что германская промышленность была тогда одной из самых передовых. Ну, вот тут да. То есть, первая мысль, когда про оружие, наверное, нам пулеметы и пушки продают, но вот гребные валы для судов там и подводных лодок, они, наверное, не менее важны, а делать их значительно труднее. Потом даже просто, грубо говоря, даже при изготовлении тех же танков, там же тоже идет это, когда там нужно там расточка, там, по-моему, под погон там и прочее, это все тоже требует довольно мощных и больших станков, которые достаточно уникальны. Причем, значит, что здесь интересно, что фактически эти поставки германских станков, они шли зачастую, можно сказать, в ущерб, собственно, интересам германской промышленности. Потому что в это время, как это ни парадоксально, но хотя Германия страна передовая, но все-таки у них тоже возможности не резиновые, и станочный парк германских предприятий, он уже во многом устарел к тому времени. Здесь я просто процессирую мнение генерал-майора вермахта Бурхарта Мюррегера-Бранта, который тогда служил в Генштабе. Значит, он следующее пишет про состояние германской экономики в 1940-1941 годах. Вследствие недостаточной подготовки к мобилизации экономики, положение со станками продолжало оставаться неудовлетворительным. Некоторые станки удалось получить через нейтральные страны – Швейцария, Швеция. В военной промышленности пришлось создать органы, на которые возлагалась задача распределения машинного оборудования. То есть у них самих тут не хватает, но тем не менее они вынуждены с нами так вот активно делиться. И опять же, с нашей стороны здесь можно процитировать нашего наркома авиационной промышленности Шахурина, который, естественно, принимал самое активное участие в этих всех делах, потому что у нас наша военная авиация была одним из основных клиентов всего этого. Значит, что он вспоминает? В 1939 году были выделены фонды в валюте для закупки импортного оборудования и дано соответствующее задание наркомату внешней торговли разместить заказы за границей по нашей спецификации с минимальными сроками доставки. Работники внешторга оперативно закупили многое из того, что мы просили. И это помогло оснастить уникальным оборудованием, которое в нашей стране не производилось, наши заводы, что сыграло свою роль в налаживании массового производства новой авиационной техники. Ну, то есть, если совсем примитивно, то путем поставок зерна и прочего сырья мы сокращали станковый парк
Великой Германии. Соответственно, они не могли выпустить то количество военной продукции, которое, наверное, смогли бы, и вообще всячески оказывали нам помощь. То есть оно, как я понимаю, взаимовыгодное, во-первых, но и в первую очередь выгодное для нас. Если никто другой с нами не торгует, если никто другой подобные станки не производит, если в других местах их не купить, а они готовы нам продать, почему бы нет? При этом, совершенно очевидно, ловко выкручивали руки, требовали то, что надо нам, и, по всей видимости, добивались того, чего надо нам. Ну, по большинству случаев там действительно мы смогли именно добиться. Я пример проведу из жизни. Я когда-то работал на инструментальном заводе в городе Санкт-Петербурге, тогда еще Ленинграде. У нас было очень много немецких станков в цеху. Все они были, как правило, по 1938 год включительно произведены. Токарно-обрезные, прессы и всякое такое. Часть тупых граждан, она во-первых, считалась, что эти народная молва, так сказать, что все эти станки, они получены по репарациям, то есть вывезены из Германии. Может быть, часть, безусловно. Все, значит, что типа вот такое старье, ты посмотри, вот держат до сих пор станковый станочный парк, не обновляют. А там другое было, то есть вот пресс. В прессе меняй матрицу, где она там вышибает из металла, и все, в общем-то, больше не там все эти пуансоны и прочее, оно ж не изнашивается вообще принципиально, там изнашиваются совершенно другие части. Работает, замечательно. Хорошая была техника, я на них работал с большим удовольствием, отличные немецкие станки. Кстати, по поводу германского пресса и как он там ломается, потом еще будет затронуто, но немного попозже, в другой момент. Соответственно, вторая позиция, которой мы были заинтересованы и что активно закупали, это образцы вооружения. В общем-то, и не только образцы. И здесь, можно сказать, такой крупной нашей покупкой стал вот этот знаменитый тяжелый крейсер «Люцев». Который у нас, соответственно, решение о его покупке было утверждено в феврале 1940 года. Соответственно, где-то в конце апреля его перегнали из Германии к нам в Ленинград. Дальше он здесь уже достраивался. Причем тут, что опять же интересно, что, значит, если посмотреть вот наши воспоминания людей, которые были связаны с его достройкой, то там, значит, встречается такой мотив, что, дескать, там немцы, они специально саботировали его достройку для того, чтобы, значит, нам это сделать гадость. Видимо, чтобы не допустить его ввода в строй в должный срок. Но если посмотреть немецкие документы, которые сейчас, опять же, нам доступны, то по донесению соответствующего представителя от 15 мая 1941 года, то есть уже за месяц до войны, там он, наоборот, докладывает, что, значит, там работы идут планово, все германские поставки идут по графику. То есть здесь все-таки, сопоставляя вот эти свидетельства, надо все-таки предположить, что наши очевидцы, они ошибаются, и то есть они высказывают свое личное мнение, которое в данном случае ошибочное, а реально немцы, они, в общем-то, вполне честно выполняли свои обязательства. Потому что здесь надо что понимать, что когда немцы нам продавали вот все эти полезные вещи, они рассчитывали на то, что вот русские, ввиду своей варварской природы, они просто не смогут этим распорядиться. И Советскому Союзу это не поможет. И, соответственно, тот же самый Люцев, недостроенный, он просто через несколько месяцев попадет обратно в Германию. И там дальше, то есть они делали это для себя, можно сказать. Но здесь они как раз, как и в других своих прогнозах, очень сильно просчитались. Потому что, конечно, действительно, на момент начала Великой Отечественной войны этот крейсер был еще недостроен. Но там уже были смонтированы 4 203-миллиметровых орудия, и его начали мы использовать как плавучую батарею. То есть он 15 августа был официально введен в строй в таком недостроенном виде. Когда немцы подошли к нашему городу, началась блокада, он в течение первых 10 дней боев, то есть где-то с 7 по 17 сентября, активно участвовал в обстреле немецких войск вместе с другими кораблями Балтийского флота
выпустив за этот период 650 снарядов германского производства, что интересно. А как он назывался? Его тогда назвали Петропавловском, а когда потом уже несколько позже, когда мы там стали возвращать имена нашим линкорам, которые там у нас тогда были, Марат и Октябрьская революция, там один из них стал вернул название Петропавловск, тогда его Люцев переименовали, который был он сперва Люцев, потом Петропавловск, потом Таллин. Таллин. С двумя «н» или с одной? В советское время, естественно, с одной. Вот. Но дальше, правда, там получилось уже не очень радужно. То есть, когда получилось 10 дней он сражался, потом 17 сентября немцы его подбили, он затонул в нашей гавани. А как подбили? Своей тоже тяжелой артиллерии, потому что здесь все-таки, поле для маневра было небольшое. Как известно, там у немцев удавалось все-таки достигать некоторых успехов. Они тогда смогли все время сбросить бомбу на линкор «Марат», который там некоторое время у нас стоял погруженный в воду. Люцев он затонул практически полностью. Петропавловск, точнее, уже. Его артиллерия именно потопили. Но дальше наши водолазы смогли все-таки там, причем тайно, потому что это была в обстреливаемой зоне, там провести соответствующие работы. И ровно через год, то есть 17 сентября 1942 года, Петропавловск был поднят и отбуксирован в него. Дальше к прорыву блокады он не успел, то есть к началу 1943 года. Но зато в полном снятии блокады, которое было в 1944 году, он так вполне активно поучаствовал и, опять же, выпустил где-то порядка 1000 своих снарядов по немецким войскам. То есть, это в разгар войны, пока там блокада, окружение, еще и поднимали корабли затонувшие, да? Да, то есть, это, в общем-то, операция достаточно уникальная, и подъем, и последующий ремонт. То есть, это, несомненно, в общем-то, большая заслуга наших сограждан, можно сказать, жителей нашего города, блокадного Ленинграда. А немцев можно только поблагодарить за то, что подогнали такой, да? А они его с орудиями подогнали, без или? Да, естественно, с орудиями. И со снарядами, да? Да. То есть, это все именно немецкая артиллерия, немецкие снаряды. Коварство Сталина не знало пределов. Причем, кстати, раз уж речь зашла об орудиях, тут я хотел это сказать чуть позже, когда будем подбивать вообще баланс торговли, но тогда упомяну сейчас. Там, например, была такая забавная ситуация, что мы в ноябре 1940 года заказали фирме Круппа 6 корабельных башен с 380-миллиметровыми орудиями. То есть, это достаточно такой большой калибр, то есть, это для линкоров, видимо, было предназначено. Фирма Круппа начала этот заказ исполнять. А дальше тут начинается Великая Отечественная война. После чего Крупп обращается к немецкому руководству, и спрашивает, а что вообще делать с этим контрактом? Там, ему говорят, что все, контракт исполнять не надо, потому что это сейчас боевые действия. Он как все-таки аккуратный, педантичный немец, говорит, дальше-то война закончится, и все равно надо будет исполнять. На что ему там просто ответили, что там читайте «Майн кампф», значит, там все сказано, там это после войны никакой России не будет, поэтому ничего, исполнять не нужно. Это как сейчас. Спойте «Ще вмерла Украина», да? И все наладится. Но дело в том, что, как оказалось, что эти корабельные орудийные башни, они для германского флота тоже были не нужны. Потому что это был заказ специально для Советского Союза. В итоге, все эти недоделанные башни, они там хранились на складе, и когда туда пришла Красная Армия, то она все это получила. То есть, здесь получается, с одной стороны, что действительно ситуация, что эти башни нам поставлены не были, хотя, опять же, немцы нам уже передали их чертежи. То есть, чертежи мы уже получили, и, соответственно, могли на их основе тоже что-нибудь там разрабатывать, какие-то внедрять те или иные технические решения. Но сами башни мы не получили в срок. И, естественно, что в баланс этих немецких поставок они не включаются. Но, с другой стороны, немцы, они потратили конкретные ресурсы, там и трудовые, и металлы, и все прочее на изготовление этой продукции. В принципе, их можно было бы при другом раскладе пустить на что-нибудь более полезное, то есть там, может быть, еще танков выпустить побольше.
То есть они... то есть при любых раскладах они были заняты изготовлением пушек, которые им потом не пригодились. Да, то есть фактически мы тем самым все-таки загрузили немецкую промышленность, и таким образом она не сделала то, что было там, может быть, более необходимо. Опять же, вот по поводу вот этого пресса, про что я говорил, тот же вот нарком авиапромышленности Шахурин вспоминает, что у них, значит, на одном из предприятий стоял немецкий пресс, и там у них, значит, вышел из строя один из поршней. То есть он там проходился. В итоге там местные умельцы они там, сделали какое-то временное решение, то есть как-то его, значит, заклепали. И дальше направили заказ на фирму-изготовитель, чтобы там поставили, соответственно, новую деталь. Поставка эта не осуществилась, потому что началась Великая Отечественная война. Но, опять же, когда наши войска пришли в Германию, обнаружилось, что вот этот поршень, он был изготовлен, соответственно, он там лежал на складе, то есть он ждал, в общем-то, можно сказать... Своего часа. Да, ждал прихода заказчиков, значит, а для германской промышленности он оказался совершенно не востребован, то есть им был не нужен. А вот если взять вот то, что с нашей стороны поставлялось, то фактически у нас шло все продукции, это была как бы продукция, что называется, либо сырье, либо там первичные переработки. И при этом, опять же, мы вовсе там себя не обделяли. То есть, если, например, вот, скажем, в 1940 году с нашей стороны было там поставлено 600 с лишним тысяч тонн нефти, но при этом общая нефтедобыча у нас была где-то 31 миллион тонн. То есть, получается такая где-то 2% примерно от добычи. Если брать по зерну, то, опять же, у нас получалось, что мы там поставили где-то около 1 миллиона тонн зерна, а выращено было в 1940 году где-то 95 миллионов. То есть, там где-то примерно около 1%. То есть, это у нас сырье, которое очень легко производится, и которое, в общем-то, мы без особого обременения можем туда поставить. То есть такого не было, что там кто-то помирал от голоду, не доедал, а мы все это гнали за кордон. Такого не было. Нет, такого не было. То есть, конечно, естественно, что, в общем-то, нельзя сказать, что у нас тут жили там совершенно роскошно, но накануне войны у нас не голодали. То есть, это... Поэтому вот поставка этого зерна, тем более в основном кормового, оно было достаточно для нас безболезненным. Опять же, что с другой стороны было поставлено из вооружения? Ну, понятно, что вот Люцев, это он сам по себе такой, в общем-то, как бы интересный артефакт, то есть это боевой корабль, который, в принципе, если бы достроили, вообще был бы тяжелым крейсером, таким новейшим. Но помимо этого у нас шло просто как бы россыпью всякие такие вещи, как гребные валы для морского флота, компрессоры высокого давления, рулевые машины, моторы для катеров, судовая электроаппаратура, освинцованный кабель, вентиляторы, судовое медицинское оборудование, насосы, успокоители качки, оборудование для камбузов, хлебопекарен, корабельные прачечные, аккумуляторные батареи для подводных лодок, орудийные корабельные башни, про что я говорил, там все-таки часть из них поставили, но часть вот не успели. 88-миллиметровая пушка для подводных лодок, чертежи 406 и 280-миллиметровых трехорудийных корабельных башен, стереодальномеры, оптические квадранты, фотокинотеодолитная станция, перископы, 5 образцов мин, бомбометы для противолодочных бомб с боекомплектом, паравантралы, противотральные ножи для мин, гидроакустическая аппаратура, магнитные компасы, теодолиты, ну и многое другое. То есть вот... Я думаю, толковые нацисты могли бы писать разоблачительные книжки, что сталинский меч ковался в Германии, в общем-то, если уж так посмотреть. Ну, по большому счету, естественно, что много из этого нам пригодилось. Хотя, опять же, здесь вот у нас все-таки, будем откровенны, у нас, конечно, флот воевал, хотя и героически, но не слишком успешно в Великую Отечественную войну. Кстати, по поводу ледоколов. Значит, дело в том, что тут, опять же, одно из таких преступлений против прогрессивного человечества было то, что мы по вот этому сотрудничеству с Германией мы осуществили проводку через Северный морской путь германского судна, которое потом, после того, как мы его провели, было введено в строй германских Кригсмарины как вспомогательный крейсер. Однозначно преступление против человечества, да, тут. Вот, значит, но, кстати говоря, вот все эти работы немцами тоже оплачивались, то есть они с нашей стороны, кроме сырья, еще получали такие вот услуги, как транзит по нашей территории.
То есть это был как ближний транзит в ту же Румынию, так и такой более отдаленный, то есть в тот же самый Иран, там Афганистан, ну и там на Дальний Восток. Но это все тоже было как бы с их стороны как бы сосчитано, и как бы мы выставляли счета, и оно оплачивалось как бы тем или иным способом. Но если брать вот то, что, опять же, поставки с германской стороны, то помимо флота там также всякие, как сейчас выражаются, ништяки получили и сухопутные наши войска, и авиация. Значит, что получили наша сухопутная армия? 2 тяжелые 211 мм полевые гаубицы, батарею 105 мм зенитных пушек с боекомплектом, средний танк Т-3, 3 полугусеничных тягача, приборы для управления огнем, дальномеры, прожекторы. Также были поставлены еще 20 прессов для отжима гильз, оборудование для лабораторий, образцы радиосвязи для сухопутных войск, костюмы химической защиты, в том числе огнестойкие, противогазы, фильтроподглотительные установки, дегазирующее вещество, автомашина для дегазации, кислородная регенеративная установка для газоубежищ, портативные приборы для определения отравляющих веществ, огнеупорные антикоррозийные краски, значит, ну и там еще целый ряд вещей. То есть здесь мы видим довольно много вещей, как бы целенаправленно, как бы связанные с химической войной, но и также и просто образцы вооружения, то есть там гаубицы. И, кстати говоря, вот танк Т-3, который был одним из фактически основных на момент вторжения. То есть, как мы помним, там, что у немцев были легкие танки Т-1 и Т-2, и вот средние там Т-3 и Т-4. Ну и еще большой парк трофейного чехословацкого вооружения. Причем, что интересно, что тогда вот у нас сейчас, вот, точнее не сейчас, это уже пошло на спад, но в свое время были очень там популярные вот теории Суворова-Резуна по поводу наших автострадных танков, которые там вот могут там с сумасшедшей скоростью гоняться. Вот этот закупленный танк Т-3 мы испытывали на полигоне, в том числе там сравнительно с тем же Т-34, с вот, БТ, этим как бы автострадным танком. И там оказалось, что, в принципе, этот немецкий танк, он, в общем-то, бегает практически так же быстро, но при этом гораздо более надежен. Потому что здесь, опять же, к сожалению, тут, как говорится, мастерство не пропьешь. То есть германская промышленность, германские рабочие, они все-таки имели гораздо большую квалификацию, и поэтому, скажем так, советская техника, хотя зачастую была более совершенна, как, скажем, тот же Т-34, но довольно часто и быстро ломалась, причем особенно в первые месяцы производства, пока мы все это не наладили. То есть это что же получается? Они, подлецы, тоже делали автострадные танки, чтобы мчаться по нашим автострадам? Нет, ну просто там, как бы сказать, туда. Опять же, почему-то у нас вот эти те же самые БТ, они как бы наиболее отличились там в степях Монголии, где, опять же, нет автострад, просто есть ровное место. А так, в принципе, в общем-то, ну, ничего особо выдающегося тут и не было. И, в общем-то, фактически это оказалось тупиковым, в общем-то, путем. А так, в общем-то, скажем так, передовые страны, они примерно как бы шли так более-менее вровень. По крайней мере, в лице Германии с нами. Также, в общем-то, была очень обширная закупка самолетов, причем в данном случае именно не как вот технику, которой мы будем воевать, а именно как образцы. Там ситуация была следующая. Были закуплены, значит, Хенкель 105 штук, Юнкерс 88 2 штуки, Дарнье 215 2 штуки, Брюкер ВИ-131 и Брюкер ВИ-133 6 штук, Фокке-Вульф 3 штуки, Юнкерс 207 2 штуки, Мессершмитт 109 5 штук. Причем тут надо понимать, что Мессершмитт 109 это как раз основной германский истребитель на момент начала войны с нами. Мессершмитт 110 5 штук. Причем все эти самолеты поставлялись вместе с запасными частями и с запасными моторами. То есть фактически их можно было там гонять на наших там полигонах очень много и, так сказать, весело. Ну, чем, наверное, и занимались, да? Да, занимались во всем. Причем, опять же, что здесь интересно, что если брать вот ситуацию с авиацией, то у нас вот по состоянию на, скажем так, вторую половину 30-х годов первоначально у нас, мы, можно сказать, так вырвались вперед. То есть у нас такие были очень удачные для того времени самолеты И-15, И-16. Они там хорошо себя показали в Испании.
Но уже к концу Испанской войны туда немцы поставили свой Мессершмитт 109 модификации «Б», и там сразу оказалось, что он наши самолеты превосходит и существенно. Правда, опять же, тут вот польза, как говорится, участия в войне, что один такой самолет был сбит, и его отвезли в Советский Союз для того, чтобы можно было его исследовать. Это модификация Мессершмитт 109, модификация «Б». А вот по этому соглашению с Германией мы уже закупили вот эти 5 штук модификации «Е», которые как раз именно уже в тот момент состояли на вооружении, и, собственно, на 22 июня они составили основную часть истребительного парка германских Люфтваффе. Правда, надо сказать, что это уж все-таки был не последний образец, то есть уже на 22 июня уже у них в строю была и модификация F, то есть более современная, но я так подозреваю, что на момент продажи она, скорее всего, еще не была введена в строй. То есть мы фактически купили почти последний образец и, соответственно, смогли поисследовать. Причем мы не просто изучали, значит, какие вот есть самолеты у немцев, мы технические решения, которые там на них реализованы, внедряли в свою авиационную промышленность. Например, на заводе 213 в Москве было освоено производство автомата ввода и вывода самолета из пикирования, который был у немцев применен на Юнкерс-88. Тут надо понимать, что у нас вот такой есть стереотип, что вот у немцев, опять же, какие основные бомбардировщики? Это Юнкерс-87, это лаптежник, пикирующий бомбардировщик, и Юнкерс-88, который бомбит с горизонтального полета. Но на самом деле у Юнкерс-88 тоже умел пикировать, и там, соответственно, был, значит, автомат для автоматического вывода из пике, который, в общем-то, понятно, для чего он нужен, потому что летчик может там растеряться или не справиться, то есть эта автоматика здесь будет полезна. Вот эту вещь мы скопировали и смогли внедрить. Внедрили мы его на самолетах СБ, Р-2 и П-2. Ну, П-2 – это наш пикирующий бомбардировщик, который был во время войны выпущен. Дальше вместо жестких сварных бензобаков стали использовать фибровые протектированные баки, которые, значит, опять же, по немецкому образцу. По типу немецкого, установленного на двигателе ДБ-601А, был создан наш двухступенчатый центробежный нагнетатель, который позволял, опять же, добиться большей высотности двигателя. То есть он просто нагнетает воздух, чтобы мотор работал на высоте. Также был внедрен целый ряд таких мелких усовершенствований, например, быстросъемные кок-винта по типу применявшихся на Мессершмитте 109 и Хенкеле 100, замки капотов и лючков новой конструкции, открывающиеся без применения инструмента. Тут надо понимать, что вот такие вот всякие мелкие решения, они, опять же, для, скажем так, страны с лучшей производственной культурой, как Германия, они, опять же, там, в общем-то, для них типичны, а для нас это, можно сказать, такое вещь, которую неплохо бы скопировать. Также там и механические указатели положения шасси на крыле, ну и целый ряд еще разных вещей. Тут нам могут заметить, что русские сами ничего придумать не смогли, особенно под руководством Сталина, а все украли у великих и талантливых немцев. Хотелось бы сразу привести пример из жизни римской цивилизации, каковая, как известно, является основой вообще всей европейской цивилизации. Как только римляне у кого-то что-то видели, у Карфагена корабли, у греков гребцов, еще чего-то там, так римляне сразу все тащили к себе, все, что к полу не приколочено, строили корабль на берегу, сажали гребцов в ящики на пристани, тренировали их там под барабан и плетку одновременно грести, а после этого уничтожали весь Карфагенский флот, с которого это было скопировано. И что-то никто не жужжит, что там какой-то плагиат. Не смогли изобрести сами. Ничего придумывать. Все давно уже придумано. Надо только грамотно пользоваться. Ну, тут здесь надо сказать, что ведь реально как получалось, что у нас и тоже были свои изобретатели, но при этом не пользоваться вот тем, что разработано, скажем так, всем, скажем, человечеством, это действительно глупо. Поэтому тут, раз такая возможность появилась, то естественно, что нужно было изучать, нужно было копировать. Ну, стонут по этому поводу только люди, которые сами ничего не делают, не делали и делать не будут.
Вот. Ну, если говорить вообще о наших этих таких экономических взаимоотношениях с Германией, то, ну вот, во-первых, как я уже сказал, что это все определялось этим договором от 19 августа 1939 года, но потом, поскольку все-таки мы фактически почти 2 года так торговали, у нас были еще дополнительно заключались соглашения. Это на 40-й год у нас было соглашение от 11 февраля 40-го года, на 41-й от 10 января, соответственно, 41-го. Ну, последнее, по понятным причинам, оно полностью исполнено не было. Но тут дальше, что у нас интересный такой очень сюжет нашего обличительного фольклора, который у нас очень любят забывать, что вот, дескать, там это Сталин хотел задобрить Гитлера, поэтому там весной 1941 года там немецкие поставки прекратились, а наоборот, вот с нашей стороны там мы продолжали там усиленными темпами там гнать там зерно, там все прочее. Это, кстати, у Резуна там есть в одном из произведений, что там вот, дескать, в ночь там на 22 июня там по мосту через Буг там прогрохотал там последний эшелон с зерном, и там после этого там открыли огонь немецкие орудия. Вот. Но реальность, она, скажем так, выглядит совсем по-другому. Тут даже вот просто я, можно сказать, задам такую загадку. Вот у нас вот есть этот период торговли, то есть с конца 1939 года по июнь 1941 года. Вот как думаете, в каком из месяцев у нас, точнее, из Германии были максимальные поставки в Советский Союз? Будем надеяться, прямо перед войной. Ну, совершенно верно. У нас в июне 1941 года был месяц максимальных германских поставок. И хотя месяц был неполный, то есть только это 3 недели всего было, там, тем не менее, за эти 3 недели были поставлены германской, сказать, всяких товаров, продукции на 53,5 миллиона марок. То есть это больше, чем за весь 1935 год вместе взятый. Ну, я так думаю, это они пытались усыпить бдительность, что мы ничего не это. Потому что, опять же, здесь что получается, что вот если такой самый такой урожайный месяц – это июнь 1941 года, второй по величине – это апрель, потом следующий май. То есть именно вот в эти 3 предвоенных месяца поставки германской техники были максимальные, и они превышали наши поставки. То есть там где-то с нашей стороны... За годы, да? 100, ну, они не только за годы, они превышали наши поставки за эти 3 месяца. То есть именно с их стороны это шло вовсю как бы к нам. Вот. То есть фактически что получается, что картина прямо противоположна тому, во что верят наши интеллигенты. Потому что, в общем-то, здесь только можно повторить еще раз, что наша интеллигенция, особенно гуманитарная, она зачастую довольно глупа, но при этом почему-то считает себя умнее других. То есть они считают, видимо, что Гитлер был дураком, потому что он так специально куражился. Бывший ефрейтор. Их 2 было. Бывший ефрейтор и недоучившийся семинарист. Что однозначно называющего данных персонажей таким образом поднимает на недосягаемую просто интеллектуальную высоту. Уж он-то пронзил интеллектом все. Ну, естественно, потому что, как говорится, что вот Карл Маркс был экономист, а тетя Роза старший экономист. Да. Вот, то есть получается, что вот Гитлер дурак, потому что вот он, дескать, специально прекратил поставки, чтобы, видимо, для того, чтобы дать понять советскому руководству, что вот он сейчас нападет. Вот нападет, да. Да. А Сталин тоже дурак, потому что он там как-то пытается на это дело не обращать внимания и, наоборот, там забрасывает там Гитлера своими товарами, чтобы там что-то такое предотвратить. А реально они оба дураками не были, естественно. И поэтому еще в феврале 1941 года Гитлер распорядился, что обязательства Германии по хозяйственному соглашению с СССР, безусловно, должны быть выполнены. Причем, значит, в том числе он разрешил даже выполнять их за счет поставок немецким войскам. То есть урезать поставки для армии, чтобы лишь бы удовлетворить то, что идет в Советский Союз. И по этому поводу немецкий историк Швиндеман пишет следующее, что весной 1941 года, когда уже вовсю шла подготовка к нападению на нашу страну, Советский Союз стал абсолютно привилегированным торговым партнером Германии, заказом которого было отведено по степени важности в программе военного производства преимущественное место по сравнению с другими заказами, как для собственных нужд, так и для поставок иностранным государствам. Германская промышленность прекратила все основное производство, за исключением обеспечения вермахта и поставок в Советский Союз. Опять за что не возьмись. Вот за что не возьмись, кругом брехня. Неужели это так трудно проверить? Это же все не секретное, абсолютно. Неужели это так трудно проверить? Зачем врут? Зачем повторяют ложь?
Ну, действительно, как бы именно им просто лень проверить, потому что, опять же, вот за что я не люблю нашу интеллигенцию, что у них вот это как бы сочетание пломбы и невежества. То есть человек просто совершенно не желает изучать факты, но при этом он имеет свое мнение, Да. которое, в общем-то, не стесняется там демонстрировать публично. Как сказал нам недавно профессор Попов относительно мнения, привел наглядный пример. А я считаю, что от Земли до Луны 5 километров, может 7. Такое мое мнение. Ну, прекрасно, на мой взгляд. И это все в той же, так сказать, струе лежит. Очень странно. То есть, если эти изо всех сил поставляют, ну, наверное, дабы усыпить бдительность, выполнить там свои какие-то обязательства, получить от нас чего-то, ну, бывают, как мне кажется, хорошие поступки, бывают поступки плохие, а бывают поступки вынужденные, в рамках которых, например, вынуждены торговать именно с нацистской Германией, а не с кем-то другим. Что-то я, вот, исходя из сказанного, что-то я не заметил, чтобы Соединенные Штаты, Великобритания, Франция бросились бы нам на помощь, срочно пособить советской промышленности, чтобы она успела подготовиться вот к этой вот битве. Вместо этого они сами, значит, активно торговали с нацистами, ну там на цифры смешно было бы посмотреть. Нам они не помогали, оставив нас, бросив фактически на произвол, выкармливая вот этого зверя против нас совершенно откровенно. А вы, значит, тут соблюдайте какую-то мораль. Да? Мне вот всегда интересно, вот как только, если взять рассуждающего о морали и его детей, и как только создать угрозу жизни его детям, он сразу почему-то прекращает рассуждать про мораль и способен на самые аморальные поступки только ради того, чтобы спасти своих детей. И это он считает абсолютно нормальным. А значит, руководство государства, главная задача которого спасать жизни своих граждан, оно, значит, должно блюсти какую-то мораль. Я вот за этими персонажами много лет наблюдаю. Ну, у меня-то там вообще все приземленное. Вот как только гражданина в суд отвели, он мгновенно изменяется. Только что он был вот высоких там мнений и устремлений, а теперь у него вскрылось миллион болезней, ему нужны лекарства. Он не может содержаться вот в условиях лишения свободы. Выпустите меня. Вот адвокаты, вот медицинские справки, вот одно, вот другое. А это не я, а тут не я. Крючкотворство, ложь. Дайте я денег заплачу, всем взятки раздам. Еще куда только что девается. Вот как только что-то происходит применительно к подобным персонажам. Для них все можно. Абсолютно все нормально. Абсолютно все морально. А руководство, проклятое руководство проклятой страны, оно, значит, должно соответствовать каким-то их идиотским шаблонам и действовать только так, как нравилось бы им. Слава богу, что не такие дебилы стояли у руля, а вменяемые, прагматичные люди, которые из любой ситуации пытались извлечь пользу, пытались наладить что-то в родной стране, максимальное производство, посмотреть чужую технику и прочее, сделав соответствующие выводы. И таким образом сохранив достаточно большое количество жизней. Такое мое мнение по данному вопросу. Но тут еще надо что отметить. Вот по поводу того, что шаги Германии были вынуждены во многом по тем же нашим поставкам в нашу страну. Надо помнить, что, опять же, наше советское руководство и, соответственно, подчиненные этому руководству, те же наши наркомы промышленности, действовали довольно жестко в этой ситуации, потому что действительно у немцев возникали, значит, такие периодические попытки, значит, как бы поставки притормозить. Причем даже, может быть, не от того, чтобы там именно специально там нам навредить, а потому что действительно они были для них довольно обременительные. И всякий раз мы реагировали адекватно. Причем не путем там всяких там коротких увещеваний, как, например, сейчас вот мы пытаемся получить этот долг с Украины, и почему-то там это как-то все выглядит совершенно беспомощно. А первая ситуация была в марте 1940 года, когда первоначально, значит, когда там
германские поставки стали тормозиться. Мы там пожаловались Герингу. Тот даже сказал, что сейчас все уладим, но как бы ничего конкретного не было. В итоге просто с 1 апреля 1940 года мы прекратили свои поставки. Не будут брать, отключим газ. Вот. И после этого сразу же очень быстро на наши аэродромы там перегнали 23 немецких самолета из числа вот той закупки, про которую я рассказывал. И в конце месяца, опять же, к нам в Ленинград перегнали вот этот крейсер «Люцев». Угу. То есть сразу все возымело действие. Второй раз такая конфликтная ситуация была уже в конце того же 1940 года. Ну, там просто мы, опять же, срезали объем поставки в ноябре и декабре 1940 года. Опять же, немцы отреагировали адекватно, то есть они вынуждены были начать соблюдать свои обязательства. Но все-таки тут, если подбивать итоги именно по нашим взаимоотношениям, то давайте посмотрим, какой тут получается баланс. Угу. Значит, что здесь есть? Во-первых, там, собственно, есть непосредственно товарные поставки. То есть, вот были поставки с нашей стороны в Германию, были поставки от них к нам. Естественно, что сейчас как бы все документы известны, и, в общем-то, их сумма, она тоже вполне определена. Но также надо учесть и другие как бы, статьи такого взаимного как бы, обмена, взаимного зачета, потому что мы, как я уже говорил, предоставили им транзитные услуги через свою территорию, то есть вот и по Севморпути, и через сушу. Это все стоило денег, это тоже все посчитано. Угу. С другой стороны, поскольку там немцы они со своими товарами там не успевали как бы зачастую за нашими поставками, потому что мы-то им отдавали сырье, которое, в общем-то, добыть довольно просто, а от них требовали всяких таких сложных технологических вещей, то есть всяких тех же станков, видов вооружения. Поэтому для восполнения вот этого разрыва немцы передали нам золото на где-то 44 миллиона марок. Неплохо. Кроме того, там, значит, был еще такой как бы экзотический момент, что когда мы вот по этому пакту Молотова-Риббентропа поделили сферы влияния, там же первоначально получалось, что Литва попадает в немецкую сферу влияния, но дальше мы обменяли Литву на вот ту часть Польши, которая отходила к нам. Угу. То есть мы как себе взяли только этнические районы Западной Украины, Западной Белоруссии, а, собственно, этнические польские территории нам были не нужны. Но при этом там по этому соглашению получалось, что немцы оставляют за собой такой кусок литовской территории вдоль границы с Восточной Пруссией. Ну а дальше, когда через полгода с небольшим мы все-таки Прибалтику советизировали, и получается, что Литва отходит к Советскому Союзу уже как Советская Республика, то мы предложили немцам просто купить эту территорию. В итоге за 31 миллион марок мы эту полосу фактически купили. Угу. То есть как бы немцы отказались от своих претензий. И опять же, когда вот у нас сейчас в той же самой Литве начинаются всякие там разговоры о советской оккупации, ну, как бы вот неплохо бы все это вспомнить и рассмотреть. Деньги вернуть. Да, или деньги вернуть, и территория, потому что можно вспомнить, что тот же город нынешний Клайпеда, это бывший немецкий Мемель, который был захвачен, кстати говоря, литовцами в 1923 году силовым образом. Так что тут вопросы к ним возникают. Ну и дальше уже еще один такой пункт наших взаимоотношений с Германией – это то, что я говорил про этот кредит 1935 года, который мы настолько затянули, что не начали отдавать. И по нему эти поставки, естественно, были в более ранний период, то есть до 1939 года. Но, тем не менее, от немцев мы получили тогда всяких товаров на 151 миллион марок. И, естественно, все это тоже должно быть зачтено. Поэтому, если это как бы подвести итог, то получается там соотношение примерно такое, что с нашей стороны где-то было поставлено товаров там на 750 миллионов марок, ну, точнее, товаров, услуг и всего прочего. А с немецкой стороны где-то там почти 690. Угу. То есть баланс не в нашу пользу, но вот этот дефицит как бы он небольшой. То есть там фактически где-то в районе 10%. То есть практически получилось там почти 1 к 1. И к тому же надо учесть, что во многом вот этот дефицит был вызван тем, что немцы изготовляли всякие по нашему заказу такие штуки, которые там сразу не сделаешь, но тем не менее, которые уже начали делать.
То есть вот тот же самый эти орудийные башни, Круповский, этот пресс, там все прочее, что я рассказывал. То есть это фактически ресурсы, труд и все прочее были затрачены, а как бы для Германии это было бесполезно. Таким образом, фактически мы их загрузили в промышленность и тоже, в общем-то, тем самым как бы снизили боеспособность германских вооруженных сил. Но в итоге что получилось? Что, конечно, здесь сотрудничество было взаимовыгодным, но, в принципе, все-таки, наверное, это было более полезно для нашей страны, потому что наше сырье, оно было потрачено довольно быстро, а вот все эти оборудования и технические решения проще, они остались как бы при нас. Ну и потом, опять же, тут что можно еще вспомнить, что вот из этих наших поставок, ну, понятно, что тот же самый зерно, там, хлопок, лес, нефть, это все полезные. А вот, например, скажем, те же самые меха, которые там были поставлены на 10 миллионов марок, ну, они, конечно, понятно, что там всяким немецкой элите, там, может быть, приятно было ходить там в соответствующей вип-одежде, но на боеспособность вермахта это никак не повлияло. Потому что понятно, что там никто, значит, рядовой состав там в норковые шубы одевать не будет. И в соболях в окопах тоже не сидел. Да. Да. Вот, то есть в итоге получилось, что сотрудничество было, ну, скажем так, выгодно обеим сторонам, но нашей стране оно было выгодно в большей степени. Хотя, конечно, понятно, что немецкое руководство, оно думало противоположным образом. То есть оно рассчитывало на то, что, во-первых, русские в силу своей дикости и неразвитости не смогут воспользоваться плодами, так скажем, германского гения. И второе, что наша страна просто не выдержит их удара и рухнет за вот эти пару месяцев. И дальше как бы все это, что они нам поставили, вернется обратно и будет ими использовано. Но в итоге они очень так сильно и болезненно просчитались. Так им и надо. Ну, только соглашусь. Про что в следующий раз? А в следующий раз про нашу разведку и про то, каких успехов она достигла на самом деле, а не по рассказам наших, опять же, разоблачителей. Ясно. Спасибо. Очень интересно, Игорь Васильевич. А на сегодня все. До новых встреч.